Боль – самый честный язык бокса. Она не умеет лгать. Ей безразличны титулы, безразличны рекорды, безразлично, сколько раз твое имя печатали на первых полосах газет. Когда заканчивается шум трибун и замолкает гонг, остается только один вопрос. Что произойдет раньше? Ты сломаешься или сломается твое тело? Жить до следующего дня. Но история бокса знает редкие исключения. Людей, у которых этот механизм будто был вырван с корнем. Они продолжали идти вперед тогда, когда организм уже требовал остановки. Продолжали драться тогда, когда поражение выглядело неизбежным. Продолжали подниматься тогда, когда сам факт подъема выглядел чудом. Сегодня на канале Стира Спорт мы вспомним 4 бойцов, которые существовали за пределами обычной человеческой логики. 4 истории о людях, которые превращали боль в топливо. 4 истории о тех, кто отказался признавать право боли диктовать свои условия. Это будет тяжелый разговор. Разговор о людях, для которых отступление было страшнее любого удара. Некоторые бойцы запоминаются титулами, некоторые техникой. Артура Гатти запомнили иначе. Его имя стало синонимом войны. Не потому, что он был непобедим, не потому, что был самым талантливым, а потому, что он делал то, чего не должен был делать ни один нормальный человек. Он продолжал драться тогда, когда бой уже должен был закончиться. Продолжал идти вперед тогда, когда тело требовало остановиться. В 1996 году против Уилсона Родригеса его глаз практически перестал видеть уже в начале поединка. Любой разумный план на бой должен был развалиться. Любой разумный человек начал бы спасаться. Но разум никогда не был главным оружием Артура. Он шел вперед, принимал удары и продолжал искать возможность изменить ход боя. В 6-м раунде Родригес оказался на полу. Победа нокаутом. Одна из самых невероятных в карьере Гатти. Но настоящий миф родился позже, в трилогии против Микки Уорда. Там уже не было бокса в привычном понимании. Там была война на истощение. Особенно знаменитый 9-й раунд первого боя. Удар по печени. Удар, после которого большинство бойцов не способны даже стоять. Гатти согнулся, застыл, а затем сделал то, что сопровождало всю его карьеру. Он отказался подчиняться собственному телу. Он продолжил драться, со сломанной рукой, с лицом, превратившимся в карту повреждений, с организмом, который давно требовал капитуляции. Артура Гатти не терпел боль. Он словно существовал внутри нее. Именно поэтому миллионы зрителей любили его. Они приходили смотреть не на бокс. Они приходили смотреть, как человек спорит с пределами человеческих возможностей. В боксе существует множество способов проиграть. Эрик Моралес боялся только одного – потерять уважение к самому себе. Его называли «Эль Террибле» – «ужасный». Но дело было не в силе удара и не в агрессии. Самым страшным качеством Моралеса была его гордость. Для большинства бойцов поражение – это результат. Для Моралеса поражение было допустимо. Неприемлемой была капитуляция. Он мог уступить по очкам, мог проиграть решение судей, но мысль о том, чтобы уступить характером, казалась ему невозможной. Именно поэтому его трилогия против Марко Антонио Барреры стала одной из величайших в истории бокса. 36 раундов. 36 раундов люди пытались сломать друг друга морально раньше, чем физически. Но самый яркий момент произошел против Мэнни Пакьяо. Последний раунд. Победа уже почти в кармане. А некоторые воспринимают его как единственный способ почувствовать себя живыми. Некоторые бойцы выглядят опасными до первого пропущенного удара. Но были и те, кто становился опаснее после 10-го. В этом была пугающая особенность Мэтью Саада Мухаммада. Чем ближе он находился к поражению, тем страшнее становился. Конец 70-х. Полутяжелый вес. Эпоха жестоких бойцов и безжалостных разменов. Даже на этом фоне Саад Мухаммад выглядел аномалией. Его бои против Яки Лопеса и Марвина Джонсона до сих пор напоминают сценарии к мрачному триллеру. Особенно поединок с Лопесом. Раунд за раундом Мэтью принимает тяжелые попадания.
Голова отлетает назад. Ноги начинают предавать. Комментаторы практически требуют остановки боя. Со стороны кажется, что конец неизбежен. Но происходит странная вещь. Он не падает. Он терпит. Он ждет. Будто сознательно проходит через огонь. И когда соперник начинает верить в собственную победу, Саад Мухаммад возвращается. Не постепенно, не осторожно. Он возвращается как буря. Словно все пропущенные удары только разбудили что-то внутри него. Его называли мастером камбэков. Но это определение слишком мягкое. На самом деле он был человеком, который научился жить внутри катастрофы. Большинство людей пытаются избежать боли. Саад Мухаммад проходил через нее насквозь. И выходил с другой стороны еще опаснее. Если бы несгибаемость можно было превратить в человека, она выглядела бы как Джо Фрейзер. Низкая посадка. Голова опущена, плечи подняты и постоянное движение вперед. Фрейзер не умел существовать иначе. Он не был боксером, который строил планы отступления. Он был человеком давления, человеком преследования, человеком, который заставлял соперников тонуть под весом собственного присутствия. Многие вспоминают триллер в Маниле. Он почти ничего не видел, но продолжал идти вперед, ориентируясь на движение, на звук, на дыхание соперника. Но история Фрейзера началась задолго до Манилы. Вспомните бой против Джорджа Формана. 6 падений. 6 раз Кан воспринимал его тело, и 6 раз он поднимался. Не потому, что видел путь к победе, не потому, что верил в чудо, а потому, что сама идея остаться лежать казалась ему невозможной. Форман обладал силой, способной разрушать людей. Но даже он не смог заставить Джо отказаться от борьбы добровольно. А в Маниле произошло окончательное подтверждение того, кем был Фрейзер. Когда Эдди Фач остановил бой перед 15-м раундом, Джо пришел в ярость. Он хотел продолжать, хотел снова выйти под удары, хотел снова идти вперед. Для большинства людей это выглядело безумием. Для Джо Фрейзера это была верность самому себе. Их часто называют храбрецами. Но слово «храбрость» слишком маленькое для того, что они делали. Храбрый человек преодолевает страх. Эти люди преодолевали сам инстинкт выживания. Иногда это делало их легендами, иногда разрушало их жизни. Но именно поэтому спустя десятилетия мы продолжаем говорить о них, продолжаем вспоминать их путь. Не потому, что они были идеальными, не потому, что были непобедимыми, а потому, что отказались сделать шаг назад, даже тогда, когда весь мир требовал остановиться. С вами был канал Стира Спорт. Мы помним тех, кто стоял до конца. До встречи в ринге.